Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей на канале Таро Инспирационе. Прогноз Таро на будущее из цыганский старинный пасьянс, что скоро произойдет в ближайшем будущем, в течение марта. Что прояснится в вашей жизни, вот давайте с вами узнаем. Жизнь, конечно, не бывает полностью предсказуема, и события, которые происходят вокруг нас, в какой бы точке вы ни находились, я думаю, это подтверждают. Удивляет нас периодически жизнь. Но давайте рассмотрим один из возможных вариантов развития событий, что нам подскажут карты. И вообще, что же будет дальше? Может быть, для самих себя этот самый альтернативный вариант действий мы где-то наметим. Как быть в этом сложном мире? И рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Куда без него? Все меняется вокруг, правда? Но где-то это вам может даже нравиться, потому что вы чувствуете, вот, наверное, этот ветер перемен, но, может быть, и ветерок еще пока. Да, где-то мы замираем в ожидании, и где-то и тревожимся, не без этого, потому что до конца мы не можем предполагать, правда? Но я должна сказать, планетарные транзиты последних даже лет, они уже запустили какой-то механизм. Я имею в виду, это, ну, как сильные мира сего, назовите это так. Какие процессы были запущены, они будут дальше развиваться. Мы, к сожалению, уже как следствие идем, да, вот этих процессов. Ну ладно, давайте перейдем. На пороге каких событий вы стоите? Карты пасьянса. Что там скоро произойдет? Что случится лично для вас? Ну да, правда. Вот тут с любви все начинается. Любовь. Ну, может быть, это и ваша любовь к кому-то или кого-то любовь к вам. Любовь в доме. Вопросы личной жизни. Хотя для кого-то из вас это может быть все же роза, это именно между двумя людьми. Это есть какое-то желание, это есть взаимодействие. Может быть, это касается и близких, но иногда, когда выпадает костер, домашний очаг, иногда это говорит еще и как сами по себе стены. Может быть, продажа, купля недвижимости или когда вы просто дома делаете ремонт. То есть это наши домочадцы и буквально стены. У кого-то заминка, вот листва– это задержка. Заминка по решению некоторых вопросов, связанных с личной жизнью и с домом, с местом проживания. Но, мои дорогие, вы вот почему-то тревожитесь. Смотрите, у нас как вы прямо в одном квадрате. Смотрите, как у вас совпало. Ожидание и тревога. Скрещенные мечи– это именно тревога. Это внутренние какие-то наши, ну, такое или состояние, или, может быть, и ощущения. Но это к делу не относится вообще-то по факту. А у вас ведь солнце. Ясность какая-то скоро наступит. Вообще, это выбор правильного направления. Вы часто слышите от меня. И у вас сейчас, тем не менее, ресурсная позиция. Какое-то дело может проясниться по части дома, по части личной жизни. Корона– символ власти. Это, конечно, ваша сейчас сильная позиция, но для кого-то конкретно, когда придется обращаться к чиновникам, ну или к тем людям, может быть, больше контактов, когда вам нужно что-то согласовать, может быть, и по дому, по жилью, или, может быть, это будет связано оформлением каких-то важных бумаг или документов. Вот переложите, тут самые разные номинации, переложите на свою жизнь. Смотрите, какие у вас еще совпадения. Вы где-то можете отправиться в какую-то контору, назовем это так, да, или учреждение. Может быть, это по части работы. И у вас еще совпадает нож. Нож– это, знаете, ссора так называется. Ну, может быть, не обязательно там ссора такая, знаете, на повышенных тонах, но какая-то конфронтация. Причем с кем? Рядом значение. Но предупрежден, говорят, вооружен. С каким-то лицом, вот лицо мы видим цыганки, наверное, поэтому называется цыганский пасьянс, хотя по факту прописано именно лицо. Имеется в виду тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Может быть, вы получите даже какой-то документ, письмо, конверт, вот смотрите, да, с сургучной печатью. Я не исключаю, в нашу цифровую эпоху это может быть связано с тем, что, ну, как в электронном виде, или, может быть, даже звонок, СМС. Самые разные такие могут быть
ситуационные моменты, когда именно информация вас достигает. Но здесь ведь может быть, знаете, и действительно что-то такое стоящее, как бы материальное. Может быть, это вам нужно получить этот документ, и вы будете пытаться разными путями это осуществить. Есть что-то в вашей жизни, что вы хотите именно, может быть, в марте решить, или какой-то дедлайн, может быть, вы себе поставили. Но тем не менее, вы знаете, я тут вижу, что это как, знаете, какое-то проходящее значение, которое не имеет вот как это ссора и лицо. Ну, наверное, у каждого тут по-своему, но так или иначе, у вас, посмотрите, якорь выпадает. Это надежность, это уверенность. Может быть, это и вы. Вот, кстати, я такое тоже не исключаю. Иногда нам приходится где-то отстаивать собственные границы, увы. И приходится человеку как-то это подавать, да, может быть, дипломатично, конечно, безусловно. И вполне вероятно, у кого-то это будет связано именно с чиновниками или с какими-то официальными лицами. Может быть, вам еще придется заручиться, ну, если не поддержкой, то как минимум знаниями, разобраться в каком-то вопросе, прежде чем мы, ну, так вот на хорошие, добрые рельсы можем поставить либо свое намерение, либо цель. Тут не все так однозначно или не все так быстро. Есть какая-то такая заминка, по крайней мере, нам об этом говорят карты. Что это? Вот они не говорят. Мы сейчас дополним колодой Таро. Пока я с вами говорю, я смотрю, что мы можем еще в нашем пасьянсе соединить. Я не вижу, откровенно говоря, еще совпадений. Давайте пойдем с вами дальше. Итак, так что ж там скрыто? Вот хочется спросить. Да, у нас время такое. И до 20 числа у нас месяц март проходит в энергиях рыб. 19 у нас будет новолуние в рыбах. Новолуние это уже всегда как, знаете, толчок к какому-то новому процессу. Более того, 20 солнце у нас окажется уже не в рыбах, а в Овне. И много таких транзитов, которые как переломный момент. Ну и понятно, еще и ретроградный Меркурий как раз 20 закончится, поэтому до этого момента, да, у нас могут быть какие-то как двойственные ситуации или возвращение из прошлого. Может быть, мы сами пытаемся даже, да, решить тот вопрос, который прежде, но мы не смогли. Но тут какое-то дело может обрастать, ну, вот новыми событиями или новыми какими-то нюансами. Для чего это? А именно стремится жизнь навести порядок. Ну, назовите это как судьба. Но это не быстро. Это где-то запутано. Это то, что пока, ну, не имеет четких граней, потому что энергии рыб это всегда отсутствие границ как таковых. Вы хотите что-то для себя уже прояснить, а тут как будто не так быстро получается. Так вот, что же от вас скрыто, мои дорогие? Чего вы не видите, о чем вы не предполагаете? И что, соответственно, прояснится? Что будет ясным, да? И к чему это все идет, к чему приготовиться? Или для чего все это было нужно, какое продолжение следует, и по основным сферам жизни. Что ждет Водолея в любви, в личной жизни, в целом взаимоотношения. Что ждет это по части ваших достижений, у кого-то учеба даже, а у кого-то работа или ваши планы, ваши, ну, как ваш прогресс. И финансы. Тоже узнаем, что же ждет. Так что же там за тайна такая? А тут какой-то выбор. Причем тот выбор, когда тут у каждого немножко по-своему. С одной стороны, нас что-то вдохновило, и словно глаза разбежались. А вот надо что-то одно выбрать, не 7 чаш, а только одну. Но ведь эта карта будет говорить еще и о прокрастинации, то есть подзастрять мы определенно можем. Конечно, иногда говорит карта об иллюзорности, поэтому вам как будто не замечтаться. Вы знаете, вам тут, скорее всего, свои планы корректировать придется. Причем вот именно вам, мои дорогие водолеи, никому не рассказывая о том, что вы собираетесь делать, аркан Верховная Жрица, и о том, что, в принципе, вы бы предпочитали, может быть, и так. Не время выяснять отношения, вот это точно, но время слушать интуицию, она вам будет давать очень правильные подсказки, особенно, может быть, как раз в тот период, когда такое астрологическое влияние знака рыб, по крайней мере, по 19, ну или до 20
марта включительно. Не просто так происходят в вашей жизни какие-то события. Вот, наверное, этой ясности ее должно быть больше. Кстати, вы можете узнать какую-то тайну, которая тоже вас, ну, где-то может надоумить на новый проект или открыть для вас какие-то новые перспективы, может даже обрадовать. Вы будете видеть, ну, как шанс, какая-то зацепка. Но это действительно надо додумать, потому что аркан Верховная Жрица. Себя вот сохранять более правильно, просчитывать наперед траекторию ваших действий, траекторию ваших трат, потому что финансы все-таки, вот именно финансовая какая-то история, может быть, мы и хотим словно с низкого старта что-то осуществить, а тут говорят, нет, подожди, тут пока еще что-то не обустроилось. Вот, наверное, как к этому оно идет, и я так надеюсь, оно и придет, вот к этому якорю, да, или когда больше ясности, но это все же карта якорь, точнее значение, это уже какой-то материальный эквивалент, это не приблизительно. Но с учетом Верховной Жрицы, здесь может быть такая ситуация, будьте к этому готовы, когда вот прямо так быстро, рационально, может быть, какую-то вашу задумку невозможно переложить вот именно на материальную плоскость или на какие-то действия. Тогда слушайте интуицию, потому что тут нельзя никак отказываться от своей мечты. Просто тогда нам следующая карта и говорит, да, тут есть какой-то выбор, но ты как будто не отказывайся, потому что тебе сейчас как будто нужно стабилизировать процесс, стабилизировать вашу собственную, может быть, жизнь. Точно. Большому кораблю большое плавание. Все же аркан Звезда– это рост популярности, это возможности, это исполнение желаний. Для кого-то из вас это переезд. Здесь где-то будьте готовы к тому, что вы можете сами что-то видоизменить, возможно, от той информации, которую вы получите. Или это как у Эври, когда у меня осенило. Ну, чего-то вы не видели, тут какой-то пазл может сложиться, ну, в вашем сознании, когда вы понимаете, нет, вот именно какое-то дело нужно переиграть. Нужно к нему подойти с какой-то другой позиции, с другой стороны. И тогда у Эврика это все решаемо. Вот тут, правда, есть какая-то, как организация с большой буквы и по-новому. Причем это не может происходить быстро. Недаром говорят, поспешишь людей насмешишь. И, может быть, вот вам дается этот период заключительный до 20 марта, чтобы вы научились доверять своей интуиции, не отказываться от вашего намерения и цели, но просто корректировать планы. Вот корректировать планы явно тут придется. И что-то большое такое на кону. Потому что ведь это, считайте, как ваша миссия какая-то по аркану Звезда. Когда, да, это не то желание, которое быстро исполняется, но это то намерение, которое нас будет сопровождать в течение как минимум 10 лет. Поэтому отказаться тут от чего-то совершенно точно нельзя. Может быть и как, знаете, тайное знание. Вот мы говорим интуиция, а вполне вероятно это вы знаете какую-то подсказочку. Будьте внимательны к знакам судьбы. Это когда вы можете совершенно случайно услышать кем-то оброненную фразу, а вот в нашем собственном сознании, в нашей голове пазлы-то как раз и сходятся. Или когда мы себе говорим точно, вот это мне надо было услышать, эту фразу, это слово или эту информацию для того, чтобы мне это как-то употребить по-своему. Вот будьте внимательны, мои дорогие, что-то подобное у вас может проиграться, так что уже станет явным. Явным станет. Тут по-другому как будто нет. И все то, что я говорила где-то о судьбе, опять же, еще один старший аркан. Из 5 карт, которых я достала, у вас 3 старших аркана. И оно вот, ну, наверное, как энергия рыб, да, все вот такое какое-то зыбкое. Когда и нельзя отказаться, и непонятно пока, как продолжать. Позвольте, может быть, довериться судьбе. Но явно мы тут что-то не ломаем. Мы не бросаем что-то одно, то, как и, может быть, начатое дело или наша задумка, план, мечта. Но мы резко, вот как через колено, да, не пытаемся или что-то начать, а другое бросить или оставить. Хотя эта карта сама предусматривает тебе отсюда полный вперед, не оглядывайся назад. Это карта выздоровления. Но это ведь старший аркан. И поэтому, когда выпадает старшие арканы, это всегда, знаете, как судьба берет над нами шефство, и
иногда есть такое значение, как ангел вас сопровождает, мои дорогие, потому что это именно, ну, вот какая-то судьбоносная ситуация, которая движется по собственному сценарию. Вы можете только детализированно на это влиять, корректировать, как я сказала, планы, но какая-то задумка Творца в отношении вас, она определенно точно есть. Поэтому не, не расстраивайтесь, если какие-то ваши планы не вписываются в временные рамки. У вас будет тот период, когда вам словно нужно себе сказать «пора». Ваша задача, ну, может быть, анализируя, не повторить какую-то прежнюю ошибку. Здесь правильно работать с информацией задача и правильно распоряжаться деньгами. Где-то мы уже об этом с вами говорили. Но что прояснится, может быть, конкретная история, которая связана с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. А у кого-то эта карта будет говорить о вашем личном деле, о вашем бизнесе, или вторичный доход, или вот какая-то денежная конфигурация, откуда к вам приходят деньги. Да, вам тут придется что-то видоизменить. И мне очень нравится, как колет барон Рейд. Это известный таролог, психолог с большим стажем. У нее называется «Десятка мечей в колоде добра». Изящное завершение. Вот, наверное, все то, что я долго говорила, это и есть. Вам нужно что-то именно изящно, мои дорогие, завершить, перестроить. Вот поэтому страшный суд, и суд совсем не страшный. Помним, что это выздоровление, избавление от боли. Или когда мы избавляемся, может быть, даже от каких-то препонов, преград, или от того, что нас сдерживало, что мы хотели преодолеть, но как-то не смогли. А потому что тут свой сценарий. Поэтому шаг за шагом мы как будто что-то и завершаем. Вот для вас, мои дорогие, в добрых энергиях все это проходит. Но не подгоняйте себя. А к чему это все идет? Что же там в конечном итоге вы получите? Да дай бог. Карта вот как раз стабильности, вот этот самый якорь. Я могу даже сказать, что до конца марта вы точно можете для себя, ну, как на какой-то процент прояснить очень важный вопрос. Эта карта «Праздник после победы», так я и называю. И вот если мы начали, да, наш пасьянс, и у нас так выпало, что и дом, семейный очаг, любовь, но у кого-то это может быть с местом проживания связано. Вот значит, у вас постепенно, может быть, так неспешно, шаг за шагом, стабилизируется что-то. Вот для чего все это было нужно. Ну, я уже, в общем-то, об этом сказала. Но верьте в свою звезду, верьте в свою мечту. Даже до конца марта некоторые позиции, они у вас как укрепятся. Или это будет связано с тем, что вы можете подписать какой-то документ, с кем-то договориться. Может быть, это по части работы. Вы тут тоже для себя какую-то новую стратегию, тактику. А самое главное, по этой ситуации, это ведь праздник после победы. И стало быть, у вас уже, ну, какой-то вопрос вы будете точно знать, как мне продолжать. Не только как завершать, но и что нужно продолжить, чему нужно уделить внимание. Ну, может быть, для того, чтобы окончательно определиться, были какие-то в вашей жизни элементы, которые все равно как не прогресс. Они именно как по судьбе просятся, чтобы вы их завершили. И, видимо, до 20 марта вам необходимо это время. Что ждет вас, мои дорогие водолеи? Любовь, личная жизнь, победа. Ну вот смотрите, не буду доставать дополнительные карты, потому что мы ведь говорили, у вас сильная позиция. Вам тут как высшие силы помогают. У вас есть абсолютное и намерение, и есть возможность достичь понимания или, может быть, прояснить какой-то вопрос по части личной жизни, когда в конечном итоге вы останетесь довольны. Но это не только про любовь, у кого-то это ваша личность, ваши планы, задумки, намерения, может быть, где-то чистолюбивые планы, но это именно для вас имеет какое-то значение. Поэтому, мои дорогие, праздник есть, точнее праздник, победа и праздник после этой самой победы. Вы буквально можете стать победителем. Но давайте вот по части достижений мы посмотрим. Ну вот видите как, пусть бы было наоборот, да, мы ведь говорим часто карта Луна,
Это именно наши близкие, это наш дом, это наши любимые, это сфера взаимоотношений и чувств, безусловно, но и интуиции, куда же без нее. И пусть бы было наоборот. Вот тут больше работа, тут деловая активность, а здесь у нас чувства, личная жизнь, мы ведь спрашивали. А нет, вот тут именно другая конфигурация, понимаете? Вот есть много эмоций, может быть, или вы как не знаете, как вам поступить, и именно по части работы, или пусть это согласование, у кого-то учеба. Здесь есть такое значение, нам может показаться, что мы именно сейчас должны сделать выбор. А я часто говорю по аркану Луна, что нет, нам пока ни вправо, ни влево, нам между. Нам пока и не в конфронтацию, никому ничего не объяснять, обходить какие-то острые углы, не обострять взаимоотношения. Ведь если вы вспомните, у меня есть такая колода 78 дверей, и там обычно спрашивают, открыты двери или закрыты, да? Именно там двери имеют значение. Так вот, аркан Луна, я так напоминаю, я думаю, многие из вас помнят. Там нам показана конкретно дверь у Пизанской башни. И поотдаль девушка, которая проходит по берегу, прогуливается, она ждет ребенка. Ну и о чем нам говорит карта? А возле этих дверей находится хамелеон. Так вот, мы как будто должны попасть в эту башню, а дверь под наклоном сложно открывается. Более того, еще и хамелеон, ключа нет. Это страж дверей хамелеон. Нам придется договариваться с хамелеонами. Но мы как будто должны попасть в эту башню, потому что это место нашей безопасности на какой-то срок. И это та девушка, которая в ожидании ребенка, она ждет, потому что она понимает, есть какой-то процесс, который невозможно ускорить. Ну вот я так подробно изложила. Вы как раз сильны интеллектом, альтернативными решениями. Поэтому вот то, что я сказала, переложите на вашу ситуацию. Тут их может быть тысячи, буквально. Тут у каждого что-то свое. Ну, давайте поконкретней. Деньги. Что ждет? А вот тут по четверке чаш какой-то застопорилось что-то. Что-то вас не устраивает. Может быть, и приходят деньги, но не тот эквивалент. А тут все равно какая-то победа. Вы сумеете решить. Может быть, вы сумеете решить финансовый вопрос аркан мир. И благодаря тому, что... Кстати, за период ретро-меркурия у нас могут барахлить, вот когда сбоить, мы говорим, системы взаиморасчетов. Может быть, электронные, да, цифровые. Или когда могут деньги сами по себе задерживаться по разным причинам. Ну, на то и ретро-меркурий. Но в конечном итоге вы, если деньги где-то подзастряли, вы их получаете. Или, может быть, для кого-то тоже вопрос, который решается на уровне межличностном, то тогда дипломатия. Вот это где-то миролюбие или спокойное, да, не эмоциональное, а именно желание, лояльность, когда мы транслируем, именно договориться, а не доказать. Для вас нет ничего невозможного. Тогда у вас и победа, вы чем-то останетесь довольны. Но благодаря, вот, наверное, как я описала, аркан Луна, мои дорогие, любимые водолеи, вот это имеет значение, потому как не все так однозначно, да, поэтому и аркан нам Верховная Жрица говорит, нет, тут условия и условности меняются, и вот тебе, может быть, вот где-то и между острых углов, где-то так бочком, может быть, а может быть, где-то и свернуть придется. Идите по ситуации, хочется сказать, тогда у вас все получится. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, а я благодарю вас за вашу отзывчивость, за вашу душевность, за ваши прекрасные комментарии, которые вы пишете к моим видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте мои публикации. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.